посмотрите, пожалуйста, на график, пусть он повисит, а я пока кое-что зачитаю из того же самого сообщения. Германия, как крупнейший газовый рынок Европы, является важным индикатором состояния и тенденции на рынке газа ЕС в целом. Запасы в ПХГ на минимумах. Завершение зимнего сезона будет сложным. Текущая ситуация на рынке может быть охарактеризована как критически напряженная. И уж совершенно точно обеспечить летнюю закачку газа в ПХГ Европе будет очень трудно. Значит, вот вы посмотрели на график, да, это график... По-моему, последняя фраза имеет самое большое значение про летний период. Мы сейчас до лета дойдем. Сейчас дойдем до лета. Вот посмотрели, да, вот на график вот посмотрели, да. Обратите, пожалуйста, внимание, что там такая фиолетовая линия есть, вот самая верхняя, она немножечко растет со временем, да, вот, начиная с 2011 года и далее она растет. А теперь давайте поговорим про 25% и о процентах вообще. 25%, как понимаете, это неоднозначная величина. За все время наблюдения. 25% За все время наблюдаем, 25% все время. Давайте на мощность ПХГ Германии посмотрим. Вот мы посмотрели на график, а теперь на абсолютные значения. В 2011 году мощность подземных хранилищ газа Германии была 7 миллиардов кубических метров. В 2026 году 24 примерно миллиарда кубических метров. Но 25%. Нет, 25% это минимум за все время наблюдений. Просто 25% от 24 миллиардов это, немногим меньше емкости немецких хранилищ в 2011 году. При том, что да, в относительных показателях в 2011 году на 12 февраля там было более 50%. Это очень хорошо, это очень замечательно. А в попугаях я значительно длиннее. Да. То есть стоит ли следить специалистам за ситуацией в ПХГ Евросоюза? Да, безусловно, стоит. Это один из действительно важных индикаторов. Тут не поспоришь, это важный индикатор. Это не единственный параметр, на который надо смотреть. И уж тем более очень странно смотреть на проценты. В одной стране. А в целом в Евросоюзе как там заполненность? Мы тут выясняем, что более 90% уже извлекли из того, что закачали. Почти 100%. Скоро начнут извлекать то, что было за прежние года. Хорошо. Что нам дает это? Что гражданам Российской Федерации дает это, без сомнений, интересная, увлекательная, местами даже замечательная информация? По большому счету ничего. Кроме теплого ощущения, что, наверное, в этот раз замерзнут. Нет, давайте сразу. Никто не замерзнут. А логика подсказывает, что вот эти данные о том, что в подземных хранилищах, должны как-то ранжироваться. Больше всего мы поставляем в Китай. Где данные о ПХГ Китая? На втором месте, да, действительно, Европейский Союз. Практически ноздря в ноздрю идет Центральная Азия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия. Где данные по Центральной Азии? Почему мы наблюдаем только за Европой? Что случилось? То есть я уже увидел, мне вот поотвечали в моих соцсетях, кстати, если что, телеграм-канал «Нефтегазовая игра», телеграм-канал Борис Марцинкевич. Так вот, мне уже поотвечали, что вы не понимаете, там же можно оценить, сколько газа надо будет закачать, что на это посмотрят спекулянты начнут разгонять цены вырастут. Спекулянты смотрят телеграм-канал «Газпрома» и такие, мама родная. Кстати, график, который мы вам показывали, вот там вот, это график общедоступный, гражданам Российской Федерации они пытаются не показывать, но я слышал, есть способы посмотреть, даже когда тебе с той стороны пытаются не показывать. Но для европейцев это открытая информация, заполненность их подземных хранилищ. Там с лагом в 3 дня они эту информацию получают. То есть лезть в телеграм-канал «Газпрома» для этого не надо. Если мы эту информацию сообщаем нашему населению, нашим СМИ, то вопрос зачем? То есть неплохо было бы, это я обращаюсь к коллегам, вдруг они это посмотрят, какие-то выводы сделают, было бы неплохо делать чуть более четкие выводы, кроме того, что летом у них будет напряженка с закачкой газа. Может быть, будет, может быть, не будет. Может быть, у них упадет потребление газа. Может, еще несколько заводов закроются, еще меньше газа надо будет потреблять. Тут главное, это вообще-то, с точки зрения Европейского Союза, заключается в том, что они в целом собираются отказываться от газа. Если кому-то кажется, что я забыл слово «российский», нет, я его не забыл. Зеленая сделка, 2020 год, ориентир 2050 год, прекращение, полное использование ископаемого топлива. Вот полное вообще. От газа, в принципе, желательно, так вот, знаете, они так себе придумали, что году к 35-му в энергетике уже избавиться. Но если не получится, да, к 50-му году железно не должно его быть.
То есть с точки зрения европейского руководства, так и хорошо. Так вообще и замечательно. И отказывайтесь от газа. Видите, какая ситуация непростая? А вам еще вот из России говорят, что вы поплатитесь за то, что вот у нас... Ситуация великолепная. Мы, Европейская комиссия, придумали план отказа от ископаемого топлива. И мы его исполняем. Всеми силами. До последнего европейца. И все идет отлично. Все по плану. В эти горькие шутки... Кто молодец? Еврокомиссия, конечно, молодец. И лично Урсула фон дер Ляйен. Мне кажется, ей надо медаль повесить. Притом килограмм 20, а то и 30, так, чтобы носила с гордостью. Вот. То есть, с точки зрения европейских властей, так все хорошо, все замечательно. Да, вы извлекли газ, так и не надо, закачайте в следующий раз меньше. Вообще надо отказываться. Переходите на зеленую энергетику. Вон наши производители ветроэнергетических установок просят, чтобы вы у них эти ветроэнергетические установки покупали. Не покупай газ, покупай ветряки. Тем более, что надо же с запасом. В Финляндии минус 30, ветряки замерзли. Значит, надо их больше поставить. Ветряки логично. На ветряки. Да. А еще можно веревочки, чтобы так дергать, если они замерзают. Дернуло. Нет, для этого дизельные электростанции стоят. Все нормально. То, что они стоят, кстати, это нормально. Это не какой-то невероятный секрет. Это нормально, так должно быть. Для разгона. Да. Просто, чтобы они довольно большие по масштабу. Так просто ветерком не раздуешь, не разгонишь. Я как-то видел, из этого пытались сделать скандал. Там кто-то в Шотландии пришел, посмотрел. Вы представляете, какой ужас. Дизельные генераторы тут стоят. Стоят. Да. Работают. Неожиданно. Потому что в противном случае надо опоры ветроэлектростанции покрывать эбонитом этих самых шотландцев, которые недовольны в штатных штанишках, чтобы лопасти пошли. И импорт в Евросоюзе газа находится на высоком уровне. Тут никаких шуток, никаких двух мнений быть не может. Давайте график соответствующий посмотрим. И, наверное, какой-то финальный комментарий ко всей этой истории с газом и с подземными хранилищами. Как я думаю, вы понимаете, красненькая линия. Это 26-й год. По показателям выше, чем 23-й, 24-й, 25-й годы. 25-й он вообще оранжевенький, на совсем низком уровне был. Но меньше, чем в 21-22 годах. И об этом стоит помнить, когда говорят про доли, оставшиеся в подземных хранилищах. Просто потому, что сейчас текущее потребление меньше, чем в 2021 году, меньше, чем в 2022 году. Независимо от погодных условий, оно меньше. Промышленность меньше потребляет. При этом загруженность регистрационных терминалов далека от полной, прямо скажем. Дай бог, чтобы половинку-то вытягивали. 50-55. Но это в среднем по году. Там в некоторых регионах до 98 может доходить зимой, в феврале. Но это отдельная история. То есть может ли эта ситуация с ПХГ и с импортом привести к проблемам в Евросоюзе? Да, может. Но просто если публиковать только данные по Евросоюзу, то складывается впечатление, что либо ждут, что они замерзнут, либо не хотят делиться с широкой общественностью какими-то выводами. Поделитесь. А еще лучше, делитесь информацией по ПХГ не только Европы, но и России. Я думаю, население России было бы неплохо знать, что там с подземными хранилищами. И сравнить можно. Кстати, сравнение будет в нашу пользу, если что. Картинка действительно должна быть полная. Поставляем в Китай, надо знать, что в ПХГ Китая, как Китай переживет. Поставляем в Центральную Азию, надо знать, что там, уж про самих себя точно надо знать. А то мы как-то смотрим на Европу, как будто на ней свет клином сошелся. Откажутся они от нашего газа. Хорошо, давайте смиримся. Они откажутся от нашего газа. Будет им плохо? Придут, будут договариваться. Не будет плохо? Тем более, чего на них смотреть? В общем, как-то так. А если уж хотим делать полный анализ, надо знать, что творится в подземных хранилищах газа в Соединенных Штатах. Тоже немаловажный фактор, потому что от этого зависит цена на СПГ. Картинку. Что у нас в Юго-Восточной Азии, что в Северной Америке. Давайте уж полную. Мы вроде как поставляем всем желающим. В том числе, кстати, время от времени даже в США. Какой ужас. В общем, как-то так. Ситуация с ПХГ выглядит. Проценты – это здорово. Давайте к процентам писать еще абсолютные значения. Выяснится, что в абсолютных значениях ситуация не выглядит столь критично. Более того, сейчас одни из самых минимальных текущих объемов потребления в энергетике, в промышленности и в
и среди населения газа в Европейском Союзе. Меньше, чем 15 лет назад. Ну, а что касается вообще ситуации в энергетике Европы, то вот как в старом анекдоте. Будет ветер, сдует бананы, не будет ветра, не урожай. Ну, не урожай. То есть, если продолжится морозная погода, отопительный сезон затянется, потом перейдет в жаркое лето, будет плохо, будет не урожай. Если потеплеет раньше времени и летом большой жары не будет, урожай. Так что это же не просто так самый экономически развитый регион планеты. Он полностью зависит от... Цветущий сад. Цветущий сад. Он от чего зависит? От ветра, от солнца? Как вот... Ну, для садика нужно солнышко. Поэтому тут все логично. Тут... Ну, вовремя. Да. Вовремя. Желательно ночью. И солнышко ночью. И в меру. И в меру. Так, нам задают вопрос. Подскажите, пожалуйста, в свете появившихся в СМИ новостей о возврате к экспериментам с передачей постоянного тока в промышленных масштабах на расстоянии, возвращаемся к спорам столетней давности? Спрашивают у нас. По-моему, нам этот вопрос задавали, но если есть что сказать, мне можно... Ну, во-первых, когда мы от разговоров о постоянном токе перейдем к делу, у меня, например, информации нет, разговоров все больше. Не исключено, что и делать что-то будем. При передаче на расстояние, превышающее 2000 километров, да, экономически выгоднее переходить на постоянный ток сверхвысокого напряжения. Соответствующие работы проводились, начиная с 50-х годов, впервые в мире в Советском Союзе. 50-е годы первая экспериментальная линия, плюс-минус 200 киловольт. Здесь у нас в Подмосковье. В начале 90-х планировали перейти на плюс-минус 800 киловольт из Экибастуза на Урал. Та цивилизация ушла. Из Казахстана долгое время спрашивали, ну, вот как-то линии опоры передач стоят, может быть, что-нибудь будем делать. 10 лет не получали ответов, ну, они в опасности просто представляли. Снесли, сдали в металлолом, раз никому не надо. Китай строит и строит, и на этом значительно выигрывает. Их солнечные ветряные электростанции, там, где вырабатывается постоянный ток, вот так в виде постоянного тока и передаются. Выигрывают на этом достаточно хорошо. Они стеклят свои пустыни, пустынь у них много. Они ставят ветряки где-то там в Тибете, в Гималаях и перебрасывают в населенные регионы на постоянном токе. Напомню, что нормативы потерь при передаче на переменном токе по линиям класса 500 киловольт на 1000 километров 8%, на постоянном токе 5%. Вот, вроде бы 3%, вроде бы немного, но если это не 1000, а 2000 километров, то это уже 6. А дальше умножайте на объемы, чтобы получить абсолютные цифры, числа, которые можно будет не терять на нагрев воздуха. Тут люди, видимо, которые никогда не улыбаются, критикуют, что наш гость вот посмел улыбнуться. Нет, он должен был рыдать для того, чтобы вас как-то порадовать, да, уважаемый зритель? Прогуляйтесь до ближайшего театра, там любые эмоции в нужных количествах. Лихая беда начала. Так. Угу. Угу. Дорогие друзья, вот кто перебои с электроснабжением в Москве, я понимаю, что, возможно, пишут какие-то гости из-за границы нам, ну, мало ли, всякое бывает. Но вот я, например, помню, как в феврале 2000 года в Москве, я проживаю в общежитии, 2 недели сталкивался с тем, что у нас температура была плюс 14, и не было горячей воды. К счастью, было электричество, и у нас в комнате было 3 электрических, вопреки нормам безопасности, 3 электрических плитки. Мы грелись. Все нормально. Поэтому, дорогие друзья, давайте вот... Кстати, вдруг вам очень интересно, сейчас ведутся работы над расширением энергодоступности московского региона. Вот. Так что не переживайте, все будет хорошо. И для сравнения, московский регион потребляет электрической энергии столько же, сколько подконтрольная Киеву территория. Вся подконтрольная Киеву территория. Для понимания масштабов. Вдруг кому-то интересно. Для чего мы тратим 1,5 миллиарда рублей для рекультивации земель от урана в Таджикистане? Пишут люди, которые не знакомы со словом «благодарность». Я напомню, что наш ядерный щит в 50-е годы был создан на базе урана, который добывался в Киргизии и в Таджикистане. Какие тогда технологии были при отработке отвалов?
И какая скорость нужна была для того, чтобы просто выжить физически? Наверное, можно представить. В 91 году мы ушли. Месторождения выработаны. Миллионы тонн радиоактивных отходов. Нам надо вести себя как Америка? Как Европа? Где поели, там и... Как Франция в Африке. Я думаю, у нас многие, вот когда про Францию в Африке, все такие: ай-яй-яй, плохие французы, а русские должны себя так же вести? Тут выясняется, что, это другое. Нет, мы себя так не ведем. Решение о том, что именно Росатом будет заниматься рекультивацией всех отвалов, выведенных из эксплуатации горнообогатительных комбинатов, принято в 2010 году на уровне СНГ. Россия, как единственная из постсоветских стран, обладающих ядерным оружием, считает, что это ее долг. Вы так не считаете? Пишите письма куда-нибудь в спортлото. Подземные хранилища – это цистерны, закопанные в землю, или как-то по-другому, если можно, расскажите? Нет, это не цистерны, закопанные в землю. Это 3 вида есть. Это либо, как правило, это отработанные месторождения. Просто месторождение, оно геологически подходит для того, чтобы обратно туда закачивать газ. Был, его туда возвращают и снова забирают. Можно также сделать в соляные каверны и туда закачивать газ. Это действительно емкости под землей, пустые. Буквально. Емкости обычные люди представляют себе такой какой-нибудь... Буквально емкость из металла, бочку, которую закопали. Нет, это там происходит выщелачивание, откачивается этот раствор, и в итоге у вас получается каверна, которая не пропускает практически газ, который вы туда закачаете. А такие хранилища, например, есть в Калининградской области. Туда в январе приезжали из Ирана, интересовались, как это делается. Это ладно, это бы как-нибудь потом. Такие же емкости есть в Беларуси. Постепенно расширяются. 21 век, искусственный интеллект, высочайшая технология. Налил воды, дождался, пока соль растворилась, выкачал воду. Ничего не меняется в этом направлении. Быстро не получается. Но намываются и намываются. «Газпром» не останавливается. Так. И третий вариант – это подземные каверны. Достаточно специфическая. Сверху нужно... В водоносном горизонте. Сверху нужно газонепроницаемый слой. Причем не самой большой толщины, чтобы насосы сверхмощные не ставить. Дальше песок пористый, который способен принять газ и обратным давлением его отдать. И снизу вода, которая не позволяет газу уйти вниз. Вот таких формаций не так много. Геологи их ищут, стараются, но, допустим, у нас на Дальнем Востоке с этим большие проблемы. Выработанных месторождений еще нет. Мы только начали разрабатывать в Иркутской области и в Якутии. Вот таких местечек нет. Соляные каверны, вроде бы нашли. При этом «Газпром», как объявил дальневосточную программу в 2007 году, так и ищет. Старается. И ровно так же ведут себя газовых дел мастера в Китае. Точно такая же проблема. Геология одинаковая, беда. Да и в том же Иране. Но я думаю, это мы как-нибудь, когда будет повод этой темы, еще раз коснемся. А зачем нам информация про уровень ПХГ Европы? Вы не поверите, всем страшно, обычно интересно, замерзнет Европа или нет. Видимо, как-то для этого эта информация. Мы тоже пытались разобраться, зачем эта информация. Я так и не понял, в Европе газ заканчивается или нет. В Европе газ заканчивается. Но, скорее всего, вы имели в виду что-то другое. Собственной добычи газ у них заканчивается. Импорт у них продолжается. Потребление газа чуть подросло, точнее, чуть восстановилось, но именно чуть-чуть по отношению к 2023 году. А в подземных хранилищах, находятся на относительно низком уровне запасы. Не сказать, что на критически низком уровне. Единственное, чем это может быть интересно, это то, что, может быть, летом цены не так сильно пойдут вниз. Вынуждены будут закупать по высокой цене, потому что будет высокий спрос. А с другой стороны, в течение текущего года аж 40 миллиардов кубических метров в сжиженном виде поступит на рынок. И Европа такая: ура, от российского газа отказываемся, газ закупаем, он дешевый. А откуда столько много-то? Как? Соединенные Штаты, Катар. Катар уже объявил, что не раньше декабря. Тихо. Стоп. Международное энергетическое агентство все посчитало, сказало, 85% от этих 40 миллиардов Северная Америка. Там еще присоединится Канада. Соединенные Штаты в основном, на самом деле, там где-то 25-30 миллиардов они дадут, но, опять же, когда говорят Соединенные Штаты, дадут. Там с интересом Япония уже, Индия, прочие стоят, говорят: ребят, везите сюда.